Всем привет! Сегодня модель сверхтяжелого японского танка ОИ. После поражения Японии в битве при Халхин-Гол в 1939 году японская армия поняла, что ее нынешние танки Чиха и Хаго больше не могут конкурировать с более современными танками Красной армии. Поэтому были приняты меры. Одно из мероприятий стал проект сверхтяжелого танка, которого еще никогда не проектировала японская промышленность и не разрабатывался. В начале 1940 года Хидео Ивакура, полковник армейского министерства Японии, приказал инженерной дивизии армии разработать танк, который можно было бы использовать как мобильный ДОТ на широких открытых равнинах Маньчжурии. И сделать его в 2 раза больше по габаритам, чем имеющиеся на тот момент танки. В марте 1941 года первоначальные проектные работы были завершены, и танк был готов к постройке. В следующем месяце избранные инженеры были доставлены в штаб-квартиру 4-го Института технических исследований в Токио. Инженерам сказали не говорить о том, что они увидят. У каждого офицера, присутствующих на совещании, был только свой комплект документов. Конструкторы назвали этот танк МИТО, что сокращение от Mitsubishi Tokyo. В армии этот танк получил индекс ОИ, сокращение от большой и порядковый номер 1. Относительно вооружений была выбрана схема, при которой были башни шестиугольные башни с орудиями 47 мм, сзади шестиугольная башня, вооруженная 2 пулеметами, в 7-гранной башне размещалась 150-мм гаубица, полевая версия которой была принята на вооружении в 1937 году и хорошо себя зарекомендовала в боях на территории Китая и Монголии. Броня танка соответствовала мобильному бункеру. Лобовая броня была 75 мм, плюс еще прикрученная 75-мм плита. Борта были 35 мм и закрыты 35-мм юбкой, которая также закрывала гусеницы. Внутри корпус был разделен на несколько отделений. Боевое отделение главной башни, моторное отделение и впереди отделение механика-водителя. Высота потолков была такой, что внутри можно было ходить в полный рост. Силовая установка состояла из 2 двигателей 12-цилиндровых Kawasaki мощностью 550 лошадиных сил каждый. Между ними размещалась трансмиссия. Рулевое управление находилось в передней части корпуса, перед башнями. Много систем доставил система охлаждения, разработка и изготовление которой занял весьма продолжительное время. Весь экипаж танка состоял из 11 человек: водителя, помощника водителя, командира, 3 артиллеристов в главной башне, 2 артиллеристов в малых башнях, пулеметчика в кормовой башне, радиста, а также инженера по обслуживанию танка. Посадка в танк осуществлялась только через башенные люки, поскольку размещение различных узлов и агрегатов не позволяло сделать дополнительные двери или люки в корпусе. В 1943 году был построен один 120-тонный прототип из конструкционной стали без башни, и активные испытания танка назначили на конец 1943 года. Испытания закончились поломками
в ходовой части, а в конце 1944 года танк был разобран на металлолом. Ну и для сравнения в размерах: УИ, Маус, Королевский тигр, Тигр и Т-34-85.